Порой домашние питомцы приходят в нашу жизнь внезапно и почти случайно, а остаются в ней навсегда и делают ее лучше. Удивительные и трогательные истории случаются сплошь и рядом. Одна женщина шла домой после работы. Лифт в подъезде не работал, пришлось подниматься пешком на 8-й этаж. Она и не заметила, когда к ней присоседился рыжий кот. Увидела его, когда уже остановилась у своей квартиры и начала доставать ключи. Обернулась, а животное рядом сидит и будто ждет, когда его впустят. Женщина в шутку открыла дверь и пригласила: «Ну, заходи». Кот вошел и остался. Назвали его Дариком, от слова «дар» — подарок. Хозяйка потом признавалась, будто солнышко в жизнь вошло. Через некоторое время таким же странным образом в доме появилась и луна. Дарику однажды понадобился специальный корм, пришлось ехать за ним в дальний зоомагазин. В супермаркете такого не продают на заказ, ждать долго. А тут знакомые посоветовали, где купить. Хозяйка и поехала на другой конец города, чего не сделаешь ради любимого питомца. Продавец сказал, что повезло, корм редкий, на складе всего пару пачек осталось, сейчас принесет. Женщина в ожидании прошлась по залу, полюбовалась на всякую живность и в запрятанной в угол клетки увидела нечто странное — мертвого котенка. Так ей показалось сначала, зверек не шевелился, был тощим и больным на вид. Покупательница поинтересовалась у продавца, тот рассказал, что котенок живой, но, видимо, ненадолго. Товар оказался с браком, болен чем-то, проще усыпить, чем тратить деньги на лечение. Покупать тощего заморыша никто не хочет. Женщину до глубины души потряс подобный цинизм, бракованного беспомощного кроху оставили без помощи, хотя могли бы вызвать ветеринара или отдать волонтерам. Ругаться с продавцом и взывать к совести не стало бесполезно. Просто спросила про цену. Без колебаний она выложила деньги за котенка и тут же повезла его к врачу. Ветеринар тщательно осмотрел хвостатого пациента и сделал вывод: очень вовремя привезли. Еще несколько часов, и котенка было бы не спасти. Кстати, это оказалась девочка, очень слабенькая и совсем крошечная. Ей было чуть больше месяца от роду. Видимо, ее не успели продать быстро из-за неказистой внешности, тощая, глаза слезятся, шерсть сероватого оттенка, и перестали ухаживать и кормить. Фатальных заболеваний ветеринар не выявил, только обычные проблемы от неухоженности. Больше беспокоили истощение, обезвоживание и психологическая травма. Кошечка была апатична и мало реагировала на окружающих. У нее не было сил сопротивляться рукам людей, но было видно, что она боится. Возможно, ее даже били прежние владельцы. Добрая женщина решила сделать все, чтобы выходить котенка. Она принесла его домой, стала аккуратно выполнять все рекомендации ветеринара. Маленькая кошечка сначала почти не сходила с хозяйской кровати, даже спала там. Ее пугали новая обстановка и другой, взрослый кот Дарик. Тот поначалу повел себя как ревнивый тиран, отгонял хозяйку от новенькой, пугающе выл, всячески пытался показать, чья это территория. Пришлось его запирать в другой комнате. Но постепенно кроха отъелась, окрепла, успокоилась, стала доверять хозяйке. Оказалось, что у нее красивая белоснежная шерсть и бездонные голубые глаза. Через пару месяцев кошечка Луна стала грациозной красоткой. Дарик перестал ее ревновать и принял в семью, как настоящий старший брат. 2 кошки в доме, в 2 раза больше счастья, шутит теперь их хозяйка.